меня было свидание. Мужчина заявляется о том, что все прекрасно и в статусе, сам он ездит на бизнес-такси. Вот он меня приглашает к себе в ресторан какой-то, я его прошу заказать мне такси. И он мне присылает что-то типа эконома, комфорта. Я на таком сама не езжу. Я зарабатываю, я понимаю, что я себе позволяю определенные вещи. Меня, честно, это оскорбило, потому что я понимаю, что он сам-то не ездит на таком такси. Со мной был мой друг хороший, и он всегда заказывает бизнес-такси, да, премьер. Я понимаю, что если бы я его попросила, он бы, естественно, такой вызвал. Я человеку сказала: ты знаешь, я на таком такси не езжу. Потом мне друг говорит: Лян, вообще это было типа лишнее. Что за понты ты тут такие устраиваешь? А я вот поняла, что это не понты. То есть человек начал за мной ухаживать. И я понимаю, что у меня есть свой комфорт, свой статус. Я сама себе позволяю определенные вещи. Почему я должна соглашаться на меньше? Как бы вы поступили в этой ситуации? Да, мы бы просто даже не стали с тобой с такой знакомиться. Такая мега-пупер-супер на премиуме, на бизнесе, на всякой этой фигне катается. Но, блин, подходящего тогда себе выискивай. И все. Ну, хотя она говорит, если я знаю, что он ездит на бизнесе, а мне вызвал вот так вот. Короче, вообще пофиг на нее. У меня один вопрос. Почему мужчины, которые выкладывают в своих рилсах о том, что я ищу жену, там вот такая скатерть комментариев, все хотят к нему жены. Почему мой муж не пишет мне в комментариях: я здесь, солнышко мое? Ну, видимо, ты все-таки не солнышко, раз тебе так не пишут. Хотя странно, обычно женскому полу просто выносят с двух ног личку и написывают пачками, в отличие от мужчин, обычно так я заметил. А так, значит, оказывается, если она о таком рассказывает, оказывается, значит, мужчины реально тоже делают подобные видео или посты там в этих инстаграмах и тоже таким образом жену ищут. Потому что, ну и да, если бы я, наверное, сидел в инстаграме, прямо вот так вот залипал, выискивал, то, наверное, бы нашел бы. А так мне не попадалось, думал, что такого нет. Это видеообращение к моему будущему мужу. Я тебя уже заждалась, если честно. Я в Усть-Камане. Узнаешь город? Так вот, если ты в ближайшее время меня не найдешь, я уйду нафиг с головой в работу. И ты меня потом вообще фиг догонишь. Угу. Так разовьюсь. Короче, развиваться буду. И будет уже не до замужества и не до рождения нашего сына. Так что, если ты где-то рядом, я тут. Да, я говорю, я так понял, это какая-то модная хренотень, когда вот так вот на камеру выискивает себе пару. По мне такой бред вообще в целом. А так, кому не пофиг, кого она выискивает или кто бы это не выискивал. По мне так это чаще сделано просто для поднятия охватов, для активности под твоим таким видосиком и тем самым продвижения твоего аккаунта. Как вариант. И не всегда это действительно человек что-то ищет. Так и тут в данном случае. Да кому не пофиг, кого ты там ищешь, не ищешь. Ты, если ты хочешь куда-то там в омут с головой в работу, да ты и так нырнешь. И когда и муж бы был, и ребенок, также бы побежала бы нырять. Если бы не сразу, то чуть позже бы вынесла бы мозг, что я сижу дома или что-то такое, и побежала бы. И все, и семья бы скорее могла бы разрушиться. Знаете, в какой момент особенно я вспоминаю, понимаю, что хочу, чтобы рядом был со мной мужчина сильный. Именно в тот момент, когда я пытаюсь открыть крышку, а она бывает, что очень сильно, как-то вот сильно закрыта и еле-еле, да, ее открываешь. И в момент, когда я хочу арбуз, его нужно тащить. Я его не покупаю тоже в этот момент, думаю, вот был бы у меня мужчина рядом, который открывал мне крышки и приносил мне арбуз. Ну, только если для этого нужно и все, то тогда он тебе точно не нужен. Не надо портить человеку жизнь. Купи себе какую-нибудь приспособу и откручивай эти крышки. Я уверен, где-нибудь на ВБ, на Озоне, где-нибудь на этой всей фигне. Там, мне кажется, какая-нибудь обязательно китаёзы придумали какую-нибудь приспособу, которую можно действительно открывать. Да и с арбузом легко все порешать. Если на первом свидании происходит это, то я сразу понимаю, что, кажется, дальше мне будет неинтересно. И я не буду тут говорить про разделение счета, кто за кого платит. Если я плачу за себя, я не против, я только за. Тем не менее, для меня значит, что это было не свидание, а так, дружеская встреча, и то не факт. Потому что в моем окружении даже просто мужчины-друзья закрывают счет за девушек, при том, что абсолютно не обязаны этого делать. Вообще никому никто ничего не обязан. Пункт первый. Если молодой человек
человек не озвучивает в ресторане твой заказ официанту. Господи, я привередливая, но это не какие-то тупые принципы, это просто внутренняя, психически эмоциональная какая-то на уровне животного вот эта вот восприимчивость. Если человек не помогает мне с верхней одежды надеть, снять, это база. Так же, как и двери открывать, мы все это понимаем. Мне важно, чтобы когда я садилась или вставала, мне подавали руку. Это для меня благородство, мужественность. Конечно, без этого всего можно обойтись, но не хочется. Также мне безумно приятно, когда отодвигают стул, чтобы я присела. И еще когда мужчина следит, с какой стороны от него я иду, чтобы я шла не со стороны дороги. Или когда возникает какая-либо плюс-минус угроза, человек сразу отставляет меня подальше на сторону, где этой угрозы нет, защищая собой меня. Очень приятно, в принципе, осознавать, что человек наблюдает за происходящим вокруг. Создается ощущение, что ты под защитой и тебя охраняют. Я никогда не требовала всех этих пунктов и не указывала никому на это. В том-то и фишка, что для меня важно, чтобы эти настройки в мужчине были заложены изначально. И сколько бы я ни пыталась мириться с тем, что это все не обязательно, каждый раз я приходила к выводу, что просто остается только ждать того самого человечка, который ведет себя так, потому что он такой и есть. Он сам хочет себя так вести. Ну так вот, ты же сказала, что никто никому не обязан. Ты вот подтверждаешь этот факт. Поэтому и никакой мужчина тебе не обязан так делать, выполнять вот эти вот хотелки. Да, это типа прикольно, но если уже, как мне кажется, вы в отношениях, а не просто каждой рандомной вот так вот делать. Ну, вообще пофиг на нее, конечно, пускай ждет своего такого принца, который будет по умолчанию такой, которого как-то с детства, не знаю, может, мама ему так внушила, что вот ты должен так девочки делать, и он действительно так будет делать просто потому, что он такой. Мне такой по жизни не встречался. Напишите в комментариях, встречались ли вам такие мужчины, что вот, ну вы прям знаете, может, друзья какие-то знакомые, что они вот прям по умолчанию такие, как она вот говорит. Почему парни исчезают после того, как вы общались 24/7, держались за руку и даже целовались? Когда он пишет тебе «доброе утро» каждый день, присылает смешные видео и постоянно спрашивает, как прошел твой день, ты думаешь, что у вас развиваются отношения. На самом деле, прямо сейчас ты находишься в самой циничной психологической ловушке, которая называется иллюзией близости. Важно понимать один жесткий секрет мужской психологии. Мужчина может быть с тобой на связи 24/7, но при этом вообще не планирует с тобой будущего. Зачем он это делает? Все просто. Ему нужен дешевый дофамин. Многим парням сегодня не нужна реальная девушка с ее проблемами, ожиданиями и ответственностью за нее. Им нужна безопасная эмоциональная батарейка. Он держит себя на коротком поводке бесконечных переписок, бессмысленных встреч, чтобы подпитывать свое эго и чувствовать себя нужным и любимым. Но как только ты попытаешься перевести это виртуальное тепло в реальную жизнь, например, попросишь о помощи или задашь прямой вопрос, кто мы друг другу, он тут же отвалится, сославшись на дикую занятость или на то, что пока не готов к серьезным шагам. Не знаю, меня почему-то всегда раздражает, когда они делают видео вот такого вот формата, когда они просто тупо совсем в кадре другое что-то делают, но озвучка, не под это. Ну, то есть, тупо она записала свои мысли и не знала, как это визуализировать. Визуализировала это так, что она сидит, просто закидывает, хомячит, еду, и все. Другого, либо они еще есть, стоят там перед зеркалом, какой-то макияж наносят и несут свою фигню какую-нибудь. Да, да ладно. Если по существу, то, конечно, такое себе, одним словом. То, что она сказала, что нужен дофамин, да нет, он просто тебя потыкать хочет, и все. И когда, если он уже этого добился, он потихоньку видится с тобой и тыкается, когда ты ему говоришь о своих проблемах, и кто мы друг другу или что-то такое, то он соскакивает, потому что, может быть, такие мужчины есть, которые действительно нужен им дофамин, они зачем-то тратят время и даже деньги, наверное, чтобы как минимум добраться до подобной, девушки, да, там, женщины, и потратить на это все время в целом. Зачем только, если он не планирует тыкаться, я не знаю. А вот то, что, да, есть девушки-женщины такие, как дофаминщицы, да, есть. Это уж точно. Посмотрите, муж такую мне наклейку сделал. Смотрите, осторожно, я тупая. Вот, я спрашивала у мужа, что означает это слово. Вот, и муж мне сказал, смотрите, вот есть такой фрукт, называется папайя. Вот. И есть такой овощ, называется тупая. Это означает, знаете что? Что вот этот овощ, на самом деле, такой овощ никогда не видела в магазине, никогда не видела такой овощ нигде. Потому что этот овощ, он очень редкий, эксклюзивный, и такого просто не найти. И получается, вот этот знак означает то, что такая девушка, как я, такая же, как, знаете, как этот овощ. Такая же редкая, такая же эксклюзивная. И такую, как я, просто нигде вы не сможете найти.
Ну, тупую отыграла, пойдет, конечно. Так, понятно, что это постановочный ролик, но да, такое себе. Самый главный вывод, который я сделала после своего последнего не сложившегося романа. Если вы только познакомились с мужчиной, нужно всегда, абсолютно всегда, на начальном этапе воспринимать все его слова как ложь. Ровно до тех пор, пока он многократно не подтвердит своими действиями, что он человек слова. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Реально, вот лучше я буду потом в восторге от того, какой он на самом деле мужчина, чем я буду, как сейчас, сидеть и думать о том, какая же я наивная дурочка, и я буду испытывать горечь и обиду от очередного разочарования. Мне молодой человек говорил очень много комплиментов, передавал привет моей маме, скажи, что у тебя там есть такой-то знакомый, что, возможно, ты ее скоро с ним познакомишь. Подожди годик, я со своей работой разберусь и женюсь на тебе. Приезжай ко мне, я буду очень рад тебя увидеть, он был из другого города. Давай, я куплю тебе билет, когда ты можешь приехать. Вместо этого он чуть-чуть раньше сам приехал сюда, мы хорошо с ним сходили на свидание, и я уже тогда была очень открыта от всех вот этих преждевременных обещаний, которые еще не были вообще выполнены. И потом он уехал к себе, и когда вот приблизилась вот эта дата моей обговариваемой поездки, он ничего не написал. И это реально было моей огромной ошибкой. Я такой ошибки больше никогда не повторю. Никакого интима у нас не было. Все, что у нас было, это приятные походы в ресторан. Про себя еще говорил, что он такой весь классный, весь такой щедрый. И мне нужно было сразу сказать, ну раз ты такой щедрый, то давай, где вот это все? Где цветы? После этого я такая, вау, ты классный. Слышал такую фразу, что даже высшие силы не карают мужчину за ложь во время знакомства с женщиной, потому что ложь — это один из способов для мужчины добиться недосягаемой женщины, потому что женщины, которые им доступны, им обычно неинтересны. А мы, девочки, уши развесим, еще и сверху себе понапридумываем, и потом разбиваемся об собственные фантазии. Чисто я. Давайте с вами отныне будем бдительны, не будем такими наивными. Раньше я всегда говорила, что у меня изначально к мужчине есть какой-то определенный кредит доверия. Нахуй. Кредит доверия изначально может быть у мужчины к женщине. А вот женщине, мужчине доверять вообще нельзя, блядь. Благодарна этому человеку за то, что он дал мне прожить те эмоции, которые я прожила рядом с ним. За то, что я снова почувствовала, что я на самом деле еще могу влюбляться, испытывать тепло к человеку. Что мне может быть искренне интересно с кем-то в компании. Я уже думала, что у меня эти чувства просто атрофировались. Оказывается, какая-то искорка, какой-то маленький огонечек внутри меня все-таки существует, и от этого мне немножечко теплее. Да, охренеть, конечно, сколько они на себя, да, штукатурки наносят. Как я говорил, они либо тупо хомячат на камеру, и озвучка, ну, короче, другой всякой фигней занимаются, и озвучка вообще не в тему. В данном случае, да, она сама говорит, не подставленная озвучка, но штукатурку наносит. Офигеть, вот за вот этот короткий ролик, сколько она себе всякой хрени нанесла. Ну, а так, по существу, да, конечно, ну вот она учит, да, очередных недалеких, которые посмотрят же и могут взять на заметку женский пол. А так, вообще-то и мужчинам, женщинам, девушкам сходу доверять нельзя. Я не доверяю вообще. И я не принимаю их слова как чистый лист, как сразу, ну, то есть, как будто бы мы там 20 лет знакомы, я прям знаю, что это правда. Нет, конечно, я вообще настороженно отношусь, да, вообще к любым людям. Будь то мужчина, будь то женщина, девушка, неважно вообще. Всегда настороженно отношусь. Так и, ну, это мой инстинкт самосохранения, наверное, как-то я вот так вот с рождения. Ну, а так видно, что ее просто зацепило. И вот она на камеру решила высказаться, как она говорит, вот, я, да, все-таки еще могу любить, он мне там что-то там это. Ну, просто тебя опрокинули, признайся, тебя это зацепило, и теперь ты говоришь, что вот я не буду теперь вот так вот себя вести, хотя если изначально как бы девушка, женщина такая, что любит ушами, а они по большей части такие, то какой-нибудь очередной найдется, который может ей напеть. Ну, вообще пофиг. Муж сегодня спрашиваю, говорю, давай представим такую ситуацию. Вот мы с тобой познакомились. Куда бы ты меня отвел? В какой ресторан? Он говорит, какой ресторан? Говорит, в кафешку максимум кофе попить. Я говорю, подожди, ну вечером кофе. Думаю, ну блин, это же свидание. Он говорит, я тебя знаю максимум день, типа, ну, из фантазий. Вот, и я бы тебя в ресторан не повел. Я говорю, а почему? Ну, зачем я буду на тебя деньги тратить? Вот, я же не знаю, кто ты, что ты. Я говорю, подожди, стой, я не поняла. Когда мы 20 лет с тобой, говорим, познакомились назад, я говорю, ты мне билеты на самолет купил. Сургут-Москва. Знаете, он что ответил? Бля, это пиздец. Он говорит, типа это, мне, говорит, 20 лет было. Хз, чем я думал. Прекрасно. Вот они, мужчины. Ни стыда, ни совести у них нет.
Да, стыд-то совесть есть, это у вас его тоже нет, можно то же самое сказать. Просто он действительно был молодой, горячий, и я тоже был, когда там 20-летний условно, тоже фигню там понаделал на той же женщине, да, там, уже можно сказать, да, там, с ребенком начал жить, а не нашел себе просто своего возраста и, ну, без детей. Совершил глупость по молодости, совершил, ну, вот так и он тоже и купил билеты и все остальное. А так, да, я тоже такого мнения. Первое свидание, какого фига? Максимум действительно либо кофеек какой-то попить, либо вообще, если как тепло, так на улице, мороженое поел и все. Просто первое свидание, мы на друг друга посмотрим. Да и не более того, нафиг оно надо. Потому что если так действительно каждую неделю условно, или там чуть ли не, ну не знаю, у кого какой график там по работе, допустим, каждые выходные, да, там если возьмем стандартный график 5-2, ходить и видеться, да это офигеть, сколько надо денег просто на пустую трату. Понятно, ты типа выискиваешь себе партнера. Ну, такое себе. Мало кто так хочет, даже и они, женский пол. Я думала, дно пробито, но оказалось, что нет. На сайтах знакомства регистрировалась, на 2 сайтах. Ну, думаю, понаблюдаю, посмотрю, что и как. Ладно, там уже я как бы закрываю глаза, потому что мужчины откровенно выглядят очень хреново, очень паршиво. И за собой, я не знаю, они просто не следят. И фотографии размещают просто, ну... Так они еще умудряются сидеть на одних и тех... То есть один мужчина сидит на нескольких сайтах знакомств, и таких много, там 30%. То есть одни и те же рожи, на всех сайтах знакомств одни и те же рожи. То есть тебе кажется, что в принципе там типа выбор большой, но на самом деле это неправда. То есть это как целое направление у мужиков сидеть годами на сайтах знакомств, на нескольких сразу, и причем писать одной и той же женщине. То есть я не знаю, какое количество мужчин мне написало просто на одном, на втором, это одни и те же мужчины. Это проблема с памятью, что пиздец вообще. Да, офигеть, она говорит. Да, сама не выглядит вообще молодо. Как по мне, как будто бы на лет 45 под 50 выглядит. А сама говорит за внешность мужчин, что сидят какие-то не такие. Я понимаю, у нас у всех разные вкусы. Но она сама вообще не первой свежести и не топ-модель. Ну, да, самомнение у нее хорошее, правильно, конечно, самооценка должна быть хорошая, какой бы ты ни был, понятно. Ну, да, а что плохого сидеть на многих сайтах знакомств? Я тоже сидел не на одном с одними и теми же фото, и что теперь? Ну, потому что там одна аудитория может сидеть, там другая, там третья. Ну, то, что если реально один и тот же тип пишет просто на разных сайтах одной и той же, ну, это да, это вроде бы выглядит странно, если это правда. Ребята, я в аэропорту, встречаю сына. Я без багажа, прохожу досмотр, и передо мной женщина. У женщины несколько авосик, какие-то сумки такие небольшие, чемодан. В общем, наверное, у нее мест 5. И она на этой ленте пытается собрать все свои авоськи. У нее не получается, потому что лента едет. Рядом со мной стоит мужик. А женщина уже нервничает, психует, потому что она не знает, как собрать все эти авоськи в кучу. Я говорю, давайте я помогу. Что вперед? Она говорит, чемодан. Я достаю этот чемодан, быстро достаю эту авоську, ставлю на этот чемодан. Рядом со мной мужик, молодой, меня младше лет на 5, наверное. Он просто не пошевельнулся. Понимаете? То есть у него не сработал ни один рецептор для того, чтобы помочь женщине с сумками. Я думаю, в какой, момент это вообще случилось? Я не понимаю. Мне кажется, что раньше, даже еще 5-10 лет назад, мужчина бы сразу бы, когда отреагировал, стал бы помогать. Нет, в этот раз этого не случилось. Это так удивительно для меня. Да что-то вроде видно, что тебе не 15-20 лет, как будто бы первый день на этом свете, да? Не знаю, может быть, действительно у нее раньше в окружении были только мужчины, которые, ну или где бы она была в обществе, которые где-то кому-то помогали, но вообще это нормальная ситуация. Как будто бы она маленькая, не понимает, что в этом мире никто никому не обязан. Да вообще пофигу, у кого какие проблемы. Ну, проблемы у нее, она там с чем-то не может справиться, а я тут при чем? Я и кто? Брат, сват, как бы вообще похрену. Да, понятно, это зависит вообще сам какой человек по жизни. Есть люди, которые просто любым там на помощь скорее придут по любой ситуации. А есть, с которым, ну вот, он занимается человек своей жизнью, и это не делает его плохим.
Просто он, допустим, помогает только с тем, с кем он знаком, или там, не знаю, в отношениях, или родне своей. Это норм. Я тоже, скорее всего, бы просто стоял бы. Да потому что я ее знать не знаю. Нафиг оно мне надо влезать? Да, понятно, если там какая-то прям критическая ситуация, ну, может быть, прям вообще, не знаю, чуть ли не угроза жизни и смерти, ну, да, среагировал бы, смотря какая там угроза. Может быть, если бы еще и мне была угроза, ну, вряд ли бы среагировал. Ну, а так, это вообще норм ситуация. А она опять вот, вроде бы, я говорю, взрослая, а как будто бы у нас все подряд так раньше делали, а тут вдруг... Я по своей жизни замечаю, что да пофиг, где бы я в обществе не находился, да по-разному. Особенно, когда какая-нибудь, может, жесть происходить на улице, да многие мимо пройдут. Неважно, какой это пол в целом. Мужчины перестали хотеть жениться. Мужчины такой ценный товар сейчас на рынке. Я думаю, вы на какой вообще планете живете, потому что, по-моему, это женщины перестали хотеть выходить замуж. И не только в России, СНГ, вообще по всему миру. Потому что сейчас на Землю спустилась такая вибрация определенная, энергия, осознание, в какой мы жопе все это время находились. И женщины просто перестали хотеть быть слугами, перестали хотеть быть бесплатным обслуживающим персоналом, секс-машинкой, поломойкой, воспиталкой и так далее. Вот как-то резко мы так все с вами это осознали, поэтому в каких таких облаках летают эти мужички, я не знаю. Кроме того, они еще не хотят деньги давать. То есть, ладно бы ты там готовила, стирала, убирала, сидела бы с детьми, он тебе там машину хорошую на день рождения подарил, все счета закрыл, в отпуск свозил, дал на маникюр, на массаж, на какие-то процедуры. Он еще сидит, сука, и считает свои сраные 3 копейки в то время, когда ты, воспитывая детей и обслуживая весь дом и быт, идешь еще и бабки стригешь. Вот для меня это дикость, как для женщины, которая полностью закрывает свои потребности, самостоятельные потребности. У меня не маленькие, сразу об этом скажу. И почему у меня должно возникнуть желание положить вообще свою прайм-эру, свою жизнь, в которой я сейчас живу, на мужика, который будет мне диктовать, какой я должна быть покорной, как я должна ему варить борщ, и еще ни копейки денег мне, что ли, не давать. Вот прикиньте, сколько женщины жили в этом мороке. Женский ресурс в ближайшее время станет просто ценнейшим. А станет он таким только благодаря нам, девочки. Ибо женский ресурс должен стать недоступен для мужчин просто так. Потому что он 3 сопли вам на ухо навешал, 5 красивых слов сказал и написал «спишь» в 2 или в 3 часа ночи. Ценность должна возрасти. Пусть мужики расшибаются теперь в лепешку, просто ради секса, просто ради разговора с женщиной. Какие букетики, такие именетики. Пусть это называют меркантильностью, пусть нас называют шлюхами. У нас единственный вариант сказать да, я такая. И что ты мне сделаешь? Все, у нас других вариантов нет. Ну, то есть она подтвердила, да, что она такая и Б, и Ш, и все остальное, какой букетик такой, да, такой и оральный, да, молодец, подтвердила. Ну, конечно, она тешится в своих влажных иллюзиях по поводу того, что вдруг резко весь женский пол осознал и теперь задрал планку. Да нет, не весь. Адекватные еще существуют, которые просто хотят действительно семью. Ну, естественно, там должен быть тоже адекватный мужчина, который тоже хочет семью, все вот эти семейные ценности, не только там деньги и все остальное. Когда вот это вот союз именно семейный, а не просто брак, когда что-то бракованное. То есть вот эта история. Это еще существует, да, и вот эти видосики, они все равно не помогут всех прям как-то изменить и все остальное, поэтому вообще пофиг. Вот она такая вот, да, видно сразу red flag, просто краснейший флаг сразу для мужчин, для тех, которые хотят именно адекватную семью, которые хотят просто засадить такой подобное, да без проблем, можно ее раскрутить. То, что она там чешет, ну да, окей, ты можешь сыграть в ее игру, окей, ты там что-нибудь с каким-нибудь букетом или какой-нибудь еще фигней придешь. Если конкретную цель поставить и раскрутить, да, можешь раскрутить. Просто, ну, особенно если финансовое положение такое прям норм позволяет, можно, да, раскрутить, засадить и опрокинуть ее, тем самым унизив и спустить ее на землю, что да, окей, мы можем сыграть по твоим правилам, ну так, а кто сказал, что я с тобой буду навсегда, условно говоря. Ну, короче, это такое. Хотя, я говорю, я знаю, что некоторые при статусе мужчины, они вот такими подобными и пользуются специально, чтобы их приспускать немножко на землю. Пикап-мастер или Джеймс Бонд. Я уже говорила о том, что я сейчас нахожусь в Геленджике, вроде бы курорт. Казалось бы, да, выбора должно быть полно. Но, спойлер, выбирать приходится то, что прибило к берегу. Ситуация.
Вечером я сижу, пью коктейль, и тут появляется он. Уровень самоуверенности бог. Дарит мне одну розу, требует номер телефона. Я заглядываю к нему в Телеграм и понимаю, либо это агент 007, либо, сами понимаете. Дальше больше. Техники пикапа 2010. Детка, я остановился в таком классном отеле. У нас там закрытая вечеринка на бассейне. Не хочешь присоединиться? Я отвечаю, что подумаю. Пишу, значит, ему вечером, а в ответ тишина. Точнее, полный игнор. Думаю, все понятно. Парень работает по классике. Сначала решил себя показать супер крутым и классным, а потом самым загадочным, чтобы я думала о нем всю ночь из-за любопытства. Спустя время, как я и думала, он выходит на связь. Красоты, прости. И приглашает меня в ресторан встретить заказ. По итогу наш ужин состоялся, и я, конечно же, поняла, челлендж не только у меня, но у него немножечко сомнительного качества. Свидание засчитано, но мы идем дальше. Я буду надеяться, что мой настоящий Джеймс Бонд еще прибьется к берегам Геленджика, ведь я здесь еще неделю. Не, ну а что, нормально, он просто попытался склеить, чтобы на море засадить кому-нибудь, да? Почему бы и нет? Нормальная история. Ну, она, понятно, типа, поняла фишку, но вообще не факт, что она не склеилась. Откуда мы знаем? Да и вообще, насколько правдива эта история, никто из нас не знает, потому что она-то рассказала, а мы не можем проверить правдивость. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях и всем пока.